Мы с вами договорились, сделаем красивый букет, чтобы посмотреть, как будут смотреться бутоны. Правильно? Лидочка вот присоединилась. Ой, сколько нас уже много, почти 500 человек. Это радует. Дима, когда будет расписание живых МК? Я никак не могу придумать. Ну как, у меня нет времени вообще. А? Я забита просто. И все будет, девчонки. Просто что у меня нет помощников, кроме моего мужа, и все. Мы сами с ним. Мы отвечаем на все смски. Все сами делаем. Крем заварной, да, крем белковый заварной. Офигенно хорошая штука, офигенная штука. С него можно сделать все, что угодно, вплоть до каких-то даже несложных фигурок можно слепить. Вот, Мариночка, слава богу, доехала. Умничка, моя хорошая. Так, вы думаете, что сделать эти цветы очень трудно. На самом деле, сейчас я сделаю за 2 минуты. Кто у кого есть время, засекайте, когда я начну делать. Вот смотрите, вот такая есть насадка. Номер, ну не видно, 124К. 124К. Есть просто 124, а есть 124К. Чем они отличаются? Буква К означает... Буква К означает... Кто обладает, тому приз, да? Буква К означает скошенная, косая, на косую. Видите? То есть она не вот так идет, а скошенная. У нее очень хорошая насадка. Вы на нее не обращали внимания. Она вообще больше подходит для малазийской техники. Почему? Потому что она очень... Слушай, я забыла выключить, не беспокоить. Он пишет, Лена в эфире, гвоздейки в Новосибирске. Так, смотрите, вот это такой срез тонкий-тонкий, видите, прям, ну вообще. И вот этот тонкий-тонкий срез даст вот такие гвоздики. Да, девочки, БЗК, Наполеон, всем, любой торт, любой, вы можете сделать белковым кремом. Ну, пока я буду крем красить. Так, еще красный цвет, да, боль. Красный, черный цвет, боль, да, у безе. Вот это я приготовила в 1:30, да. Ну, я уже тут порылась, я там обтянула. Тортик свой и гвоздички сделала. Это все с одной порции. Он у меня немножко уже постоял, подзефирился, но мне было лень переваривать, поэтому будем варить с такого с вами крема. И делать. Итак, за что я говорила? За красный цвет. 125К пойдет, Танечка, но она чуть-чуть больше. Ну, пойдет, пойдет, конечно. 126К пойдет, может, там ее подожмете, она просто чуть-чуть шире. Пойдет. Тут в Германии у всех у девчат есть 124К насадка. Все, я делаю ее в пакет, чтобы вам не шевелить. И я сейчас выключу комментарий, чтобы вы внимательно посмотрели. А потом я буду с вами болтать. Кто останется после уроков, тот после уроков со мной хочет поговорить, да? Сейчас я вас немножко, сердечки, посажу на карантин, и я не учла, куда я буду отсаживать свои гвоздики. Я сначала делаю цветы, у меня вообще такая тактика. Сначала цветы, потом торт. Цветы я могу сделать на завтра, на послезавтра, на более позже время. Я могу их наготовить себе сколько угодно. То есть так, как с мастики. Вот кто меня не знает, но тут таких, наверное, мало людей. Они знают, что сначала у Лены Поповой цветы, белковый заварной крем, девочки, белковый заварной крем. Сначала цветы, потом торты. То есть вы без стресса, да, вы можете и 3-4, на 3-4 торта на свадебный наделать цветы, благодаря моей технике, и спокойненько потом украшать. Мы все хотим поговорить на карантин всех, да, на карантин сажу. Мои хорошие, 128 не подойдет. Запись, ну, будет, если сохранится, конечно, будет. Бывает, Инстаграм вылетает, да? Так, пока вы там болтаете друг с другом, отвечаете, научите делать крем. Нет, цветы не высыхают. Не можем рецепт как мы... Да, рецепт я могу вам и так сказать, девчата. Он ничего вам не даст, этот рецепт, потому что у вас миксер другой. Раскладку напишите в директ, я могу вам так сказать. А если вы хотите, чтобы под ваш миксер выставили крем, то надо идти на курс крем под ключ. Вам там все рассчитают. Давай, зайчик.
Нет, они не высыхают. Высыхает меренга, которая варится на водяной бане. Мамочка моя присоединилась. Мамуль, что ты не отдыхаешь? Ой, я аж растерялась. На водяной бане сохнет крем. Этот не засыхает крем вообще. Будет, все будет. Все, болтушки мои, курочки, будем с вами работать. Так, смотрите, что я сделала. Вот здесь у меня вот такая вот красная вода. Что это за вода? Я сейчас практически не пользуюсь гелями и красителями, потому что они не дают такой насыщенный цвет. Я пользуюсь вот такими сухими, видите? Сухие, растворимые, водорастворимые. Водку я не лью, не надо водку лить в белковый крем, пожалуйста. Оставьте его для других целей. Белковый крем не боится воды, поэтому я развожу краситель водичкой и спокойненько себе получаю красный цвет. Какая пропорция, не скажу, просто разведите его водой и все. У меня сейчас еще с ароматизатором крем очень вкусный. Вчера возила торт на день рождения, делала на детский. Ну и сама там присутствовала, да? Так что вы думаете, что дети ели? Шарики из белкового крема я их сделала на палочках. То есть они были как чупики на палочках. Поели. В первую очередь размели. И леденцы. А торт уже так поскольку. Муссовый можно украшать, только нужно соблюдать технологию обтяжки в любом случае. Потому что мусс размораживается и будет отдавать влагу. Ну все, да, девчат? Сейчас я буду вас отключать, потому что я никогда так с вами не перестану болтать. Все, посидите чуть-чуть на карантине, потом я вас... Все, я отключаю. И я вас потом выпущу. А вы запасайтесь своими вопросами. Так. Выключить комментарий. Все. Сидим и внимательно смотрим. В мешок много не набирайте крема, потому что будет очень тяжело давить. Срез маленький, очень маленький, а здесь нужна сила в руках. Все, смотрите, я себе приготовила вот такие вафли, но не приготовила штырек, Дим. А я буду делать вот эти вот цветы на вот таких вафельных основах. Я их уже везде разрекламировала, уже всем все показала. Все уже о них знают, что это очень удобная штука и очень классно для начинающих. Сейчас цветок я могу любой сделать, любой, кроме устомы, без вот этой вафельки. Но для начинающих, у которых еще слабенькие ручки, которые толкают цветок, понимаете, сильно прижимают, вот это спасение. Нужно учиться на таких вафлях. Она четко стоит, она дает основу. И цветочек не падает никуда, ни туда, ни сюда. Когда научились, можно на обычной шляпке делать и на кремовой подушке. То есть проблем нет с этим, да? Но те, кто только-только начинают, свое время, когда нашла эти вафли, начала каждый цветочек под эту вафлю разрабатывать, свои цветы, да. Я никогда ни у кого не подсматривала, ни технику, я все цветы себе придумала сама постепенно. Там они у меня рождались примерно раз в 2-3 месяца. Какой-то цветок, когда мне становилось грустно, я разрабатывала себе цветы. Вот такую площадку я сделаю. Надеюсь, вам все видно. У меня нащербина такая на столе некрасивая. Дима, а ну подвинь сюда меня, чтобы нащербину не было видно. То, знаете, как вот на телевизоре черная точка, пиксель отвлекает. Все, сюда тут. Да. Все, готово. Ага. Смотрите, вот это вот я набрала очень много. У меня палец черный, я делала георгиевскую ленточку. Нужно... Сейчас я вам покажу, что делать. Берете вот так вот. И вообще все цветы вот так вот. Перекрутили. Вот это как хомячки оставили про запас. Кто там в больнице лежит? У меня Оля Ломакина, что ли? Кто-то написал, что в больнице. Все, вот так я накручиваю себе пакет. Ну, у кого есть часы. И делаем с вами гвоздику. Смотрите, что я делаю.
самой широкой толкаю в середину и очень-очень хорошо давлю. Смотрите, раз, продавливаю, оп. Никуда рукой не двигаю. Могу только поднять ее вот так наверх, листочки. И меняю, соответственно, направление. Кремушек у нас должен хрустеть. Опускаю немножко листочки. Хорошенько давлю и подтягиваю крем наверх. И могу отсюда еще. Крем хрустит. Благодаря такой тонкой насадке получаются у нас вот такие цветы. Дальше что мы делаем? Ну, сколько там времени прошло? Чуть-чуть. Я беру такую вот шпажку, ну, поменьше, не такую длинную. И прорываю вот такие вот красивые, как у гвоздики. Нет, я сперва сначала припылю. Мне она кажется недостаточно красная, но она красная, да? Вот такая у меня присыпочка есть. Это сухие красители-распылители. Кто не знает, они очень хорошо для цветов подходят, для кремовых. Придают цвет. И делаем вот такую кучерявость. Обтираем. Классная, правда же? Классная. Вообще сколько? Секунда, да? Просто дави. Просто дави. И в разные стороны подымай насадочку. Сейчас еще покажу. Сейчас сделаем 3-4 штуки. Главное вот сделать вот такие вещи. Она очень будет красивая у вас. Вообще шикарная будет. Вот представьте, да? Вот представьте, что я ничего против мастики не имею. Я немножко сама не работаю. Но я начинала лепить цветы, моделировать. Это было ужасно, когда я на свадебный торт 2 дня делала розы. У меня муж тогда был в Москве, и он мне звонит, говорит, ты не хочешь со мной разговаривать? Я говорю, Дим, да я не могу даже разговаривать, потому что я леплю эти цветы. Я говорю, господи, да это ж труд такой. Вообще, я очень восторгаюсь девочками, которые лепят такие букеты. Смотрите, какая она уже кучерявая у нас становится. Надеюсь, вам все видно. Если не видно, ну вы сейчас не напишите мне. И вот чем кучерявее, сейчас я вам покажу. Ну это я повыображала, да, сделала прям очень быстро. Корявенькую. Я сейчас сделаю красивую. Хотя в букетах, вы знаете, бывает наделаешь цветов. Как хранить, сейчас спрашивали. А вот на подложке я ставлю и в холодильник. Не надо никакой ни пленкой накрывать, ничего не нужно делать с кремом. Ну, в смысле, крем, если вы храните, туда. А цветы вообще, пожалуйста, если на больший срок, можно и в морозилку поставить. Только если у вас холодильник Нурфрост. Потому что белковый крем не любит капельного холодильника. Он влагу не любит. Так вот я ее, видите, вот так вот уже надрала. Она такая у меня красивая. Листочки пока я не буду делать, я это буду делать все на торте. Класс, да? Один цветок поставь элегантно. Очень красиво будет. Очень. Сейчас я его сюда засуну. Можно такие приспособления сделать с дырочками, да? Крема много не нужно красить. Так, я снимаю, оп, смотрите. Гляньте, как красиво. Это я воображаю. Я воображаю, потому что здесь девчат своих у меня много, я их очень рада видеть, да? Так, поехали дальше. Еще я вам покажу, как такую гвоздичку сделать на гвоздике, если не забуду. Вам интересно? Полезно вам? Я все равно... другое дело, да? Сердечки. Сердечки, сердечки, сердечки. Вот так я делаю площадочку. Вот это все лишнее убираю. Я вообще за чистоту и аккуратность. Все равно много людей в эфире. Хотя я даже не писала девчатам. Обычно я
раскидываю объявления, ну, что буду там, девчонки, буду там-то, там-то, смотрите. Ну, так, у меня так занято было. Просто ужас. Итак, поехали. С серединки начинаем. Руку я ставлю вот так, то есть самым узким краем вверх. А потом постепенно, как наша гвоздичка расцветает, я подворачиваю руку и вот так вот уже, поняли? Либо вот так, либо... Ну, то есть вот этот край должен быть отклонен, правильно? Что, вас подвинуть, что ли? Давайте я вас сейчас чуть-чуть... Опять я свою моську суну. Смотрите. Вот так ставлю. И ну, я вообще люблю вот так. Смотрите, вот чтобы делать хорошие цветы, девочки, нужно в буквальном смысле слова себя брать в руки. Не вот так, знаете, не вот так вот там или как. Вы берете себя, оп, я девчат говорю, возьми себя в руки. Вот так вот, прям локоточки. И тогда ваша рука, она зафиксирована и очень хорошо давит, понимаете? Вот себя в руки взяли, поджали себя и все. Еще раз повторяюсь. Мешок должен быть хорошо накручен. Крем аж такой треск издает. Какая получится? Она все равно красивая. Когда ее... надерем. Так, чуть-чуть я увожу ее вниз. Ну, красиво, правда? Да замечательно просто. Так, и придаем ей... Что? Я только 29 минут в эфире. 46 секунд. 46 секунд. Муж мой замерил. 46 секунд. Ну и 15 секундочек на то, что придать ей вот такой красивый вид. Да? Тут уже делаем, как вам нравится, как удобно. Сейчас еще одну бутончики я вас отпускаю. Сегодня задерживать не буду, потому что я затягиваю сюда эфиры. Потому что грустно расставаться, честно. Если бы народ убежал с эфира, знаете как? Ну, типа, дал тебе понять, что? Вот я опять со своим «что». Я его уже исправляю. И все равно он у меня это «что» родное и неповторимое, да? Чого ти ржеш? Неповториме, да? Такий собі говор. Ладно, зато я себе чувствую хорошо, когда я так разговариваю. Так думаешь, как сказать, как построить предложение, прям уж. Ну, это я для тех, кому режет по ушам, говорю. Девчата, терпите. Ради таких цветов можно и шо потерпеть. Правда же? Смотрите. Ну вот представьте, из мастики лепить, из вафельной бумаги лепить. А это же не будет ничем не хуже. Вот они сейчас стоят у меня, смотрите, какие красавцы. Уже и подзасохли чуть-чуть. Они чуть-чуть берутся такой корочкой из-за того, что они у меня в комнате стоят. Они у меня будут стоять для красоты. Сейчас пойду возле своей елкой сфоткаю там их красивенько. Оп. И ничего страшного, видите? Слушай, а у нас нет маленькой зубочистки? Мне вот эта дубина... Так, самые внимательные, наверное, увидели, что я забыла сделать. Я забыла ее напудрить. Припудрить ей носик. Мы же все девочки, да? Вроде и не накрашенные красивые, а накрашенная вообще. Ну вот смотрите, она стала кучерявая, она очень красивая, правда. Мне вообще редко что нравится. Особенно свое. Я столько тортов не выставляю, просто из-за того, что у меня некогда. Ну и все время кажется, что они какие-то недостойные, да? Хотя они все красивые. Ну, вы же тоже, наверное, так, да? Свою никогда ничего не нравится.
Потому что сильно требования... О, вот это я понимаю. Тут какая-то палка-копалка была. Так, мы ее сейчас припылим. Придадим. Хотя цвет и так красный красивый. Вот. Потом я скажу, какая фирма. Девчата там писали уже, какой фирмой я пользуюсь. Я их не рекламирую, девочки. Я, ну как, не сотрудничаю. Я сама, как обычный покупатель, покупаю. Просто что я оптовик. Я покупаю много. На много денежек. И потом сама, если девчата хотят, на курсе продаю. О, какая божественная красота. Ну, красному и дурак рад, правда же? Красный вообще цвет выигрышный. Особенно в таком контрасте красный с синей. Это просто перфект. И сейчас еще одну сделаем. И две. Вот я приготовила такие эти 5 штучек. Полузакрытые сделаем. Это знаете, для чего я делаю? Чтобы они не выпадали. Обязательно клейте. Это для девчат, которые еще не пробовали с такой вафелькой работать. Ой, сердечки летят. Летят, летят. Пальчиком я не стесняюсь вытру. Салфеточка должна у вас быть мокренькая. Так, накручиваем обязательно. Берем себя в руки и делаем пш. Пш. Техника пш. Вот так. Середку делаем поплотнее, девочки. Ну, как бы, да, такую погуще. Вот видите? Я прям попадаю между них. А уже когда она расцветает, попротяжнее листочки делаем. Классная насадка, правда же? Ничего не надо делать. Вот представьте, вы на 9 мая какие можете капкейки сделать. Трайфлы, пожалуйста. Один цветочек, и у вас уже такая красота будет. Ни у кого такого не будет. Только у вас. Кто был на эфире, да? У меня самой еще такого торта нет, если честно. Я вот люблю на эфирах что-нибудь такое новенькое, не сбитенькое. Мне ж надо чем-то вас удивлять, чтобы вы приходили ко мне, поддерживали. Правда же? И вот так я ее такую сделала. О! Бомба-граната, да? Так вот, на 23 февраля очень красиво. Можно сделать такой цвет торта защитный. Как он называется? Хаки. Пятнистый такой, да? С белковым кремом это тоже сделать очень легко. То есть, девчонки, кто там, я видела, писали, я вас вижу первый раз. Вообще супер будет. Кстати, не прикрепила ни свой ник, ни этот. Вот зайдете, Елена По на английском 11, посмотрите. У меня очень интересные текстуры с белкового крема. Я его делаю и под велюр, что он выглядит как велюр. И чего я с ним только не вытворяю, потому что ценовая политика у нас здесь очень недорогих тортов. И приходится изощряться, чтобы сделать дорого-богато, чтобы сделать красиво, чтобы было доступно. У нас люди никогда за 1500 килограмм торта не будут покупать. У них просто нет. Понимаете? Нету таких средств. Я все понимаю. Шоколад, ганаш, крем-чиз. Это все вкусно, все здорово. Но белковый крем очень хорошо выручает, особенно для начинающих, которые не могут себе позволить 1500 поставить за килограмм, да. И вот, допустим, я уже, я и крем-чизом работаю, если нужно, и мастикой затяну торт. Но я просто кайфую от белкового крема, насколько мне это легко сейчас все. И вот девчонки, кто учился, и сейчас новая техника, у меня обтяжки без воды, без ничего, они пишут, что вот теперь они не нервничают и не переживают, что у них что-то не получится. То есть они вспоминают меня всегда добром, да,
что вот такую я технику разработала, научила их, да, не скрыла ничего. Ничего, ты слышишь, я говорю, надо говорить ничего. Ничего. Не скрыла ничего. И поделилась, да? Потому что я не могу одной ногой курс вести. Я вот если начинаю, то все. Вот это вообще такая красавица, да, девчата? Смотрите, она же прям, мне кажется, переливается. Ох, и красивая. Мама мия, гляньте. Класс. Сама не ожидала такого. Дим, ну скажи, у меня тут зритель есть один. Скажи, что я сегодня только делала, да? То есть это у меня все на последнем моменте. Все на последнем моменте. И вообще все рождается, конечно, на ходу. Иногда может что-то присниться. И вот сколько мне раз муж говорит, записывай, или хотя бы мне говорит, чтобы я запоминала. Вот оно мне мимолетно пришло и мимолетно ушло. Так, и, девочки, бутоны. Для этого нам нужно будет сейчас зеленый цвет. Я уже не стану перед вами эти миски, да, растирать. Я вот когда делала сегодня, у меня осталось. Тоже насадка 124К. У меня их теперь очень много, потому что теперь я их очень люблю. Еще я делаю в ней яблоневый цвет. Я уже хочу быстрее вас выпустить. Я хочу уже общения. Так, все, такая же насадка. Вот у меня 124К, вон в мешке, вот еще две. То есть я такая запасливая дама, да? Так, нам знаете, что надо сделать? Нам надо обвести вот этот зелененький цвет. Потому что мы будем бутоны делать жопкой наверх. Боже, что ж я мучаюсь? Можно же сделать вот так. Эту вафельку, да? Потом я ее поставлю, но там снимется. Ну ничего, мы потом доделаем. Жопкой толстенькой вот так наверх я сделала. Ой, намыцкала. Ой, Дим, намыцкала какой-то. Некрасивого. Ничего, я сейчас вот так делаю. Так. Есть такое дело. Сейчас мы... Вы же знаете, да, что гвоздичка, она на такой как бы зелененькой ножке. Я там сейчас связу, но оно все равно пойдет у нас в торт. Мы сейчас сделаем с вами полураскрытые. Вот их я сегодня даже не делала и не отрабатывала. Но я примерно понимаю, как я это сделаю. Дай мне другую вафлю. Что-то я тут намыцкала, вообще мне не нравится. Одна у меня есть, но ты мне еще одну дай. Там в этом. Должна быть там. Я все заглядываю. А вдруг там кто-то что-то написал. Вот так будет чистенькая. И сейчас мы такие вот высокие, да? Чуть-чуть. Главное закрыть вот эту площадку. Кто там кричит мне, я уже прям слышу, сделайте на обычном гвоздике. Сделаю, девочки, сделаю. Так, вот такую полузакрытую. Попудрю ее. Ну, в принципе, красный цвет вот этот хороший, даже не нуждается в пудре. Что, ни одной нет? Они еще большие, вот эти вафли бывают. Но гвоздика не такая уж большой цветок. Девочки, смотрите, кто занимается зефиром. Просто сегодня у нас такая актуальная тема была про зефир. Там девчонки мои учились, хвастались. Вот представьте, я не знаю, конечно, выйдет зефирная масса с такой тонкой насадки. Ну, на крайняк можно ее разжать. И просто именно техника вам нужна, да? То есть именно техника. У меня что-то лоб блестит, как будто я салом намазанная. До цвета, наверное. Может, ела? Сало? Я сало уже 2 дня не ела. Так, и сейчас мы сделаем вот такую ей
юбочку. Вот это будет правильно. Жопкой наверх я подняла. Вот так вот. Оп. Ой, ну красота же. Ой. Как оно тут, эта поговорка? Кукушонок хвалит кого? Кукушка хвалит кого? Не знаю. Не знаешь? Вот и я сама себя. Красиво? Шикарно. Муж меня ругает, когда я болтаю, да, Дим? Надо все по делу говорить. А мне скучно так. Шарик взорвешь? Ты чё? Детский шарик. Так, еще делаем одну. Ну, красота же. Так. И будем с вами собирать букет. И все успеем. Я поеду себе сливок куплю. Не закончилось все. Я так работала эти дни. Ой, какие там торты интересные сделала. Даже северное сияние делала для этой клиентка. В Сибири родилась. У нее ностальгия. Я там на белковом креме рисовала. Правда, очень быстро. Но на белковом креме тоже возможно рисовать. Несложные рисунки, конечно. Не лица там какие-то. А ну, что-то такое, какой-то пейзаж. Запросто, легко. Надо повыставлять все торты. Еще какой-то у меня там такой красивый был. Хоть в сторис поставить. Так, все, я ее нарвала. Она такая полузакрытая у нас, да? Раз я те уже припудрила, я эти тоже припудрю. Так, и сделаю такие. Девочки, ну, а как бы, да, ну, давайте признаемся честно, что гвоздика цветок не популярен, да? Но он будет популярный. Мы же сделаем его популярным, правильно? Просто никто не делал. А мы будем делать, тем более впереди такие праздники мужские. А если сделать белую гвоздику? Это же вообще красота будет. Белая гвоздика, да, или слегка такая зеленовая. Я смотрела в этом в интернете, они такие бывают белые с розовым. Вот можно заложить крем. А красная, конечно, это 23 февраля и 9 мая. Нет, ну у нас же движутся эти праздники, правильно? Поэтому я вас хочу подучить. Вот у вас очень красиво. Потому что проблема всегда, да? Какой мужской торт я делала очень интересный. И не один. Там будет очень красивый. Все, девчули. Все остальное я сделаю на торте. Ножницами я вот такими пользуюсь. Вот эти хлюпенькие ножницы пластиковые, они не для этих цветов. Они для масюсеньких малазийских цветочков. Удержать цветок с белкового крема, ну, как бы его сложновато. Только если маленькие вы будете делать, тогда да. Но это ну как. А если мне вообще нужно маленькие цветочки, там, я отсаживаю их маленькими маникюрными ножницами. Можно я с вами чуть-чуть поболтаю? Буквально вообще чуть-чуть. Ой, я что-то ничего не включила. Я вас выпустила, девчат. Дим, возьми мне вот этот вот. Так вот, смотрите, я уже сделала опять гвоздика. У меня еще крема осталось на бутоны, которые я сделала еще на торте. Видите? Так что я тут все... Смотри, у меня уже все готово. Вот это можно убрать. И сейчас не ругайте меня, потому что я такой торт еще не делала. Я думаю, мы его сделаем, да? На гвоздики показать. Вот, точно забыла. Дай шляпку.
Назовите себя, пожалуйста, как вас найти. Девчата, отправьте, пожалуйста, мой этот. Елена по 11. Или просто Елена Попова. А столик из чего, если вазу поставить? Столик из чего, если вазу поставить? Не понимаю. Может, опечатка? Краситель? Краситель красный, вишневый, фирмы Гузман. Будь у них покупать, скажи Попова, говорите им, Попова рекламирует. Недавно мне ученица написала, говорит, ой, Леночка, спасибо, что вы нам сказали, я на 15 тысяч рублей взяла красителей. Я говорю, хоть скажите, говорю, кто их так рекламирует. Гвоздики просто бомба, да? Классно. Мне тоже нравится. Так, вот здесь у меня такой не очень красивый, там сторона какая-то, совсем чуть-чуть. Поэтому это будет у меня зад. Так. Поделитесь рецептом крема. Вот смотрите, я вам сейчас скажу. 250 грамм белка, 550 грамм сахара, 150 грамм воды. 1 чайная ложка лимонной кислоты. С горкой, без горкой смотрите по своему вкусу. Я где-то 5 грамм кладу. В миксер я включаю 114 градусов, 115, смотря по ситуации. Если вы не успели записать, вы, пожалуйста, пересмотрите эфир, хорошо, и запишите тогда рецепт. Но я вам точно говорю, что нужно подстраивать крем под свой миксер. Возможно, вам эта пропорция подойдет тоже, если у вас хороший... Просят девочки камеру ближе. А как ее, Дима? Она у меня за столом стоит. Куда еще ближе? И так я моя вся там у вас. С плеча показать. А на гвоздики можно поближе? Можно. Смотрите, здесь с плеча показывать. Но это мне неудобно. Это сейчас мне надо снимать телефон. Это нужно просить мужа, клацать. Вот. Оно зеркалит, я понимаю, но техника не меняется. Вы просто давите, девочки, и все. Я не то что-то сделала. Зелененького возьму. МК по выравниванию будет. У меня тоже рыхлый крем. Помешайте его. Либо белок перебиваете, либо сам крем уже перебиваете. Нужно разбираться. 122 градуса я варю крем. 122, 123. Больше я температуру не поднимаю, потому что, ну, я считаю, это неправильно. И сахар горит. Вот такую я сделаю подушечку. Вот так вот. Можно красненькую, можно зелененькую. И делаю все то же самое. Несложно, да? Вот джин. Оп, надавила, отпустила. Надавила, отпустила. Вот вы какие требовательные. А? Ну, видите? И сейчас пару таких длинных сделаем. Все. И все то же самое, да? Вы ее надираете. Цветы переносятся всегда на раскрытых ножницах, девочки. Потому что у многих они падают. Из-за того, что вы ножницы схлопнули, начинаете на торт ставить, а все, вам уже подрезать нечем. Вы начинаете тянуть, они заваливаются у вас. Только на раскрытых ножницах. Пароль тык-тык, да. Джин-джин, тык-тык. А правда ж тык-тык было, да? Тычешь себе и все насадкой в крем. Так, есть ее рецепт на страничке, да. Да, приходите, девочки, ищите. У меня полно где-то эфира я вела. Вот многие даже... Я показывала в прямых эфирах гортензию, маки, лилии, орхидеи, ромашки, тюльпаны. Ну, гвоздики уже. Тут целый курс уже сделала. И хризантему показывала. И хризантему показывала на креме. Это все абсолютно бесплатно. Зависло.
Нет, не размокают вафельные цветы. Вот вопрос, сколько нужно взбивать крем по времени? Это зависит только от модели вашего миксера. Мой миксер справится за 2,5-3 минуты. А есть миксера, я сейчас работаю с такой картотекой миксеров просто, что 15 минут сегодня мы с девочкой били 10 минут. Бывает 15, бывает 16. Не на время нужно смотреть. Нельзя сказать вам, что 2 минуты взбиваете, понимаете? Одуванчиков нет. Поняли, девчата? Это все неправда. Неправда, что вот посчитайте до 5 и выключайте крем. Нет. Есть Bosch, который вообще не тянет. Вообще очень тяжело ему. Причем есть миксера, которые 1000 взбивают хуже, чем 600. Понимаете, мощность? Не от мощности зависит, а от планетарной передачи, понимаете? Реально сделать ручным миксером. Конечно, мы вот на услуге идеальный крем под ключ я выставляю ручным миксером. Тоже, опять же, кто-то бьет 3 минуты, 3:08 я говорю бить. Я даже бывает по секундам говорю 5 минут 40 секунд, если я отлично знаю этот миксер. Если я не знаю, тогда я говорю примерно. Потом мне присылают результаты, мы разбираемся, я говорю добавить минутку, убавить минутку, яйца поменять, потому что Лена пишет коричневые яйца. Коричневые. Мне говорят, крем был классный, потом упал. Я говорю, яйца какие взяли? Белые. Результат. Ладно. Такие штуки у меня есть. Вы знаете, это вафельная бумага, вот такие листики. Что-то кто-то смело. Вот, у кого-то 3,5 минуты. Вот, девочки, пишите, у кого-то 3,5, у кого-то 16, у кого-то 17, у кого-то 20. Понимаете? Вот, ну как? А 1,5 часа здесь можно. Угу. Это не в левой руке, у меня, я правша, просто оно зеркалит вам. Мне сделали комплимент. Сказали, что муж попросил передать, что я хорошо выгляжу. Это очень радует, особенно в нашем возрасте, да? Женщины с ума сходят, да, хотят молодо выглядеть. А я уверена, что надо не молодо выглядеть, а нужно выглядеть хорошо на свои года, да? Не нужно в 40 лет стремиться выглядеть на 20. Это даже некрасиво на самом деле, понимаете? Ну как? Нужно просто на свои года выглядеть хорошо и все. Да. Надо для БЗК, Таня, брать коричневые яйца. На курсе я об этом говорила, вы просто это упустили. Потому что когда человек приходит первый раз на курсы, он половины не слышит. Хотя я это говорю, он половины не слышит. Потому что я точно так. Я вообще ничего не помню, ничего не слышала. Вот девчата сейчас тут у меня есть в эфире с Красноярска. Это Лида второй раз пришла, она говорит, информация по-другому воспринимается. Ты уже знаешь, какие вопросы ты будешь задавать, какие ошибки ты делала. Потому что, конечно, надо пробовать. Надо хотя бы дома брать и делать. Брать и делать. Надо руку на белковый крем, его как вот... Можно показать, рассказать, насадки, все. А саму руку вот это... как увидела, что мне всегда 18, Наташа, уже забыла, про что я... Что я хотела сделать? На гузике я уже показала. Все, я уже украшаю, девчата. Девчата, вы меня заговорили. Листики я показывала, но это мы потом воспользуемся, мы их порежем. Их купить очень, кстати, они в Казахстане продаются. Это мне Олеся, моя ученица, привезла в Новосибирск. Я ее просила. Однажды я купила в Ростове-на-Дону в кондитерском магазине, а потом их просто они исчезли. Я попросила ее, говорю, будешь ехать на курс, купи. Они вообще копеечные, но они выручают. Сейчас я наберу крем для...
девчата болтают. Вот это велюр, велюр, велюр. Девчата, будет. Будет. Я не от того, что я жадная. Вы что думаете, я не хочу денег заработать? Я хочу его заработать, эти деньги, понимаете? Просто у меня времени нет. Я сейчас с розами. 16-го прошел курс розы. Представьте, и люди мне пишут, присылают свои работы, просят ошибки исправить. Ну, это же все работа. Почему я поставила курс по розам 16 и 26, чтобы у меня было 10 дней на обработку тех учеников, а их немало. Если вы хотите со мной сделать крем, чтобы я выставила вам крем, пожалуйста, пишите мне в директ, пишите, что вы хотите услугу «Идеальный крем». Она стоит ни много ни мало 1000 рублей. Такая у меня цена. Кому-то дорого, кому-то дешево, кому-то по среднему. Но это большой труд, я вам хочу сказать, потому что иногда я по 20 минут смотрю, как миксер бьется, слушаю вот этот шум и разбираю ошибки, да? Поэтому это стоит денег. Я считаю, что это недорого для такого труда. Если бы мне когда-то за 1000 рублей поставили крем, а не 8 месяцев я плакала над этим кремом, я бы заплатила бы больше, да? Поэтому просто кому дорого, опустите свои комментарии и все. И все, правда же? Просто нужно, да так-то и так, да? Ого, там не говорить или еще что-то. Ого, да, я все прекрасно понимаю. Но я работаю и работаю на совесть, на совесть. Кто пишет, кто обращается, да, я не в первых 5 минут отвечу. Я могу ответить через сутки или через двое, но я по-любому отвечу, потому что я обрабатываю смс. Я сейчас только за четверг смс-ки разгребла. А еще за пятницу, за субботу, сегодня уже воскресенье. Так, девочки, чтобы цветы у нас хорошо выглядели, красиво, шикарно. А что, мешают вам комментарии? Убирать или будем с вами? Нет, 1,5 часа на этом можно, девочки, в этом беспрерывно вести, поэтому не буду выходить. За полчаса мы с вами все украсим и все. Сохраню эфир, Мариночка, понимаю, ты уже уставшая, тебе нужно отдыхать. Полтора часа здесь, мне сказали, беспрерывно в ихнем профиле. Хороший марафон, я всегда, соглашаюсь здесь участвовать, потому что мне действительно нравится эта страница вообще, и классно, мне нравится. Так, как я буду располагать цветы? Естественно, я 2 посажу, вот смотрите, зеркалит, я к вам повернула. Естественно, 2 я посажу на вас, на людей будет, поняли? Ну, чтобы было классно прям. Убираю. Все, там 2-3 голоса услышала. Я вас потом выпущу, мы с вами до конца эфира поболтаем.